Здравствуйте! Я подготовила для вас новый выпуск «Как рисовать на торте кремом». Рисовать кремом – это очень выгодно, торты получаются эффектными, а себестоимость небольшая. В этом уроке я расскажу, чем еще можно рисовать на торте, какие лучше кисточки использовать, а также я объясню, как исправить неправильный рисунок. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Ну и приглашаю всех подписаться, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Начинаем с крема. В этот раз я покажу вам, как можно рисовать кондитерским гелем, или декор-гель его еще называют. Берем небольшое количество и теперь сюда добавляем белый краситель, диоксид титана. Вот окрашиваем. Теперь кондитерский гель становится матовым, и консистенция у него такая, он похож на крем. Идеальный материал для рисования. Делаем вот такую основу. И теперь вот из этой массы мы можем отбирать по маленьким частям и окрашивать в нужные нам цвета. Сейчас окрашиваем в очень нежный розовый. В данном случае я использую сухой краситель Сакура. Нежный розовый цвет. Для того, чтобы нарисовать нужную нам композицию, желательно иметь вот такой рабочий лист. Для рисования нам нужны кисточки разного размера. Я использовала номер 1 тонкие, номер 2, номер 3 и 4. Кисточки у меня, смотрите, синтетические, очень мягкие. Размеры цветов на рисунке должны соответствовать размеру торта, то есть такого же размера. Этот рабочий лист можно будет скачать на моем канале в Telegram. Ссылка есть в описании под видео. Я буду рисовать с верхнего пиона. Рисую тонкой кисточкой номер 1, кремом окрашенный в розовый цвет. Сначала наносим контуры цветка. И я начинаю почти с центрального лепестка, который изогнут кверху. В данном случае лучше всего начинать из центра. Прямо сверху над этим лепестком у нас будет сама сердцевинка цветка. Мы пока не рисуем, мы делаем контуры, намечаем. Сразу возле сердцевинки рисуем маленький лепесток, который идет кверху. Центральный лепесток не дорисовываем до конца, оставляем промежуток, так как здесь снизу будет нижний лепесток, который изогнут вниз. Здесь у нас идет следующий верхний лепесток, который также направлен вверх. Здесь рисуем маленький лепесток между верхними и нижними лепестками. Он будет узкий, и мы его сразу нарисуем. Сначала накидываем крем и сразу растушевываем. Растушевываем кисточкой номер 3 или 4. Рисуем вот такой нежный лепесток. Накидываем нижний лепесток, который изогнут вниз как бы. Ну и переходим к нижним лепесткам, которые направлены вниз. Рисунок держим возле себя, так чтобы нам было легче срисовывать. Постоянно сверяемся с рисунком. После того, как мы нанесли контуры цветка, переходим к тонированию. Берем ту же кисточку номер 3, можем использовать номер 4, мягкая. И теперь зарисовываем лепестки, тонируем тем же цветом, нежно-розовый. Начинаем с окончания лепестков и тянем к основанию, но не зарисовывая до конца. Вот оставляем еще такой пробел маленький. Наносим крем легкими движениями. Кисточкой нужно работать в том же направлении, в котором у нас нарисован лепесток. В то же время нужно смотреть по рисунку. Иногда хочется на лепестке сделать более выраженную текстуру. Где нужно больше выделить текстуру лепестка, просто докладываем дополнительно крем и растягиваем кисточкой. Для сердцевинки меняем кисточку на меньший размер, двоечку можно взять. И вот такие коротенькие мазки у нас идут. Они прерывистые и такие мелкие как бы.
Таким же способом и тем же цветом дорисовываем еще 2 цветка. После этого нам нужен розовый цвет на тон ярче, поэтому к этому, что у нас есть, добавляем более яркий розовый. Теперь дорисовываем цветок. Вот этот тон наносим у основания лепестков. Таким образом у нас будет создаваться переход цвета. Второе тонирование показываю вам на том же первом цветке, потому что второй цветок, как вы видите, он получился неудачный, и я его буду удалять. И немного дальше покажу, как это делается, и буду его перерисовывать. Все в точности как раньше. Вот как мы рисовали эти лепестки, я имею в виду движение кисточки. Вот в том же направлении наносим более яркий розовый. Только вот этот тон мы наносим у основания лепестка, ближе к основанию. То есть у нас идет такой переход. У основания лепесток темнее, а конец лепестка светлее должен быть. В то же время, где у меня были здесь оставлены пробелы, я их также не трогаю. Вот, теперь вот этот нижний цветок я буду перерисовывать. Смотрите, крем можно снять чистой сухой кисточкой, просто убираем крем. Это нужно делать сразу, пока крем не подсох. И если подсохнет, то вы уже ничего не сделаете. Возможно, что полностью убрать крем не удастся. Вот, даже если вот остается такое пятно, ничего страшного, мы его сейчас перерисуем. И я вам покажу, как это работает. Этот цветок уже будет рисоваться немножко по-другому. Он получится сплошной, без пробелов. Думаю, что здесь комментарии излишние. Просто смотрите, как это все происходит. А я тем временем расскажу, на каких кремах можно рисовать. Для рисования подойдет любой стабильный крем, который затвердевает в холодильнике. Это может быть ганаш, это может быть белковый масляный крем, это может быть чиз-крем. Множество разных. Главное, чтобы покрытие было не мягким. В то же время нужно помнить, что торт время от времени нужно ставить в холодильник. Вот если вы рисуете на чиз-креме, то нужно следить особенно, потому что, находясь долгое время в помещении, поверхность становится мягкой. Поэтому следите, если видите, что кисточка немножко продавливается в покрытие, значит все, убирайте торт в холодильник, оставляйте на полчаса, на час, а потом дорисовывайте свой рисунок. И теперь делаем белую окантовку. Берем тонкую кисточку номер 1 и обрисовываем белым цветом. Делаем белый контур. В то же время концы лепестков вот этого цветка подрисовываем также белым, но чуть-чуть, много не нужно. Вот это мой перерисованный цветок. Не знаю, мне кажется, вот этот цветок выглядит намного лучше. В принципе, пишите в комментариях свое мнение. Может быть, я ошибаюсь, может быть, нужно было оставить тот первый цветок. Пройдемся еще белым по первому цветку. Цветочки у нас нарисованы, после этого переходим к зелени. Для зелени я использовала 2 тона. Один светлый такой салатовый и другой темный оливковый. К темным цветам белый краситель не добавляется. Рисуем сначала стебель, темно-зеленый. В первую очередь я нарисовала крупные листки, которые как бы выглядывают из-под большого цветка. Некоторые, это получается как половинки листков. Начинаем листок рисовать от конца и тянем к основанию. Не заходим на цветок, оставляем маленький пробел. Используем краску нежно-салатовый. Кисточка номер 3 или 4. После крупных листков надо нарисовать несколько мелких веточек. Я их тоже рисую, листки рисую также тем же цветом.
салатовым. И вот нарисую несколько веточек, посмотрю, как оно будет смотреться. Стебель веточки рисуем темно-зеленым, тонкой длинной кисточкой, единичка. Еще дорисую несколько крупных листков. Глядя на эту композицию, я еще дорисовываю несколько мелких веточек. Точно таких же, только они будут расположены в разных направлениях и с разных сторон как бы. Теперь буду добавлять соцветия. Сначала наношу коричневый цвет. Работаю с кисточкой номер 3. Коричневый с красным таким оттенком. Обратите внимание, основные места для вот этого соцветия – это веточки. Смотрите, как прямо на глазах меняется вся картина. Это я говорю к тому, что цвет имеет большое влияние на рисунок. Добавляем еще один цвет, яично-желтый. И также рисуем соцветия. Немного крупнее и мелкое. Обратите внимание, что все вот эти коричневый, желтый, будет еще белый, рисуются исключительно в одном и том же месте. То есть рядом вот эти три цвета ложатся в одной области, на веточках. Теперь проходимся по большим листкам, оттеняем листки, делаем одну сторону более темно-зеленой. И после этого я решила еще добавить немного белых соцветий. В принципе, это будет последний цвет. Других цветов мы добавлять уже не будем. Вот, в принципе, все. Рисунок наш закончен. Этот рисунок я нарисовала за 3 часа. Ну и переходим к следующему этапу декорирования. Здесь я использовала кружева из гибкого айсинга. Как делать такие кружева, есть ссылка в описании под видео. Я хотела сымитировать салфетку с кружевами и с вышивкой. Ну вот посмотрите, что у меня получилось. По-моему, получилось неплохо. Вообще идея такая интересная. Ну и последний элемент декора – это топпер. Цифры в том же стиле. По-моему, очень оригинально. Цифры как раз дополняют вот эту композицию. Вот такой дизайнерский тортик получился у меня. Не забывайте, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Иду готовить следующий выпуск. Вам говорю до свидания и до скорой встречи.